Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Посмотрите, какая красота! Благодаря Зарине мы сегодня пришли на панорамную площадку. Называется эта точка Sunset Point. Вот Зарина фотографируется. Сегодня она уезжает. Обычно на всех панорамных точках стоят ограждения, а здесь какое-то небезопасное место. Вот посмотрите, буквально шаг, два, и там пропасть. То есть, если туда упадешь, то уже все. То уже самостоятельно не поднимешься. Я вот говорю, часто же приезжает молодежь, а если они выпившие. Вчера говорили про одного парня, что этот упал. А, да. Да. У меня аж коленки начинают трястись. Но вид, конечно, потрясающий, завораживающий. Самый лучший вид. Всё, отходи, я за тебя переживаю. Мы за тебя несем ответственность. Да. Вот Парам, обратите внимание, как Парам держит Артура за руку, чтобы он, не дай бог, не вырвался прямо вот за запястье. This is very interesting when now she go to local train. See train coming. No, this coming already. This already come. Bye. Да. Спасибо, вот приятно познакомиться. Wait. Wait. That one. Here. Arthur, you take Arthur here. Don't mind. Ladies. This is ladies. Okay, she gone. Maybe she here. But be careful. Don't go near Arthur, Natasha. Не будем смотреть ей в глаза. Don't go near. Пока! Oh, she not safe. Okay, come on. Близкий друг Парама, Манoj, недавно открыл очередное кафе здесь, в Нерале. Мы были уже здесь, я снимала на видео еще до открытия, как ужасно выглядело это помещение. И он постепенно приводит здесь все в порядок и берет советы у Парама. Постоянно ему звонит, говорит: Парам, приди, посмотри, что я здесь уже поменял, что я сделал по интерьеру. Парам в этом деле разбирается, может дать советы, где что купить, где как что переставить, чтобы вид преобразовать, чтобы вид был привлекательным. Вот он, друг. Сейчас я вам ближе покажу. Вот, видите, он уже сюда купил новые столики. Еще даже не сняли. Видите, вот он индийцев. Индийцы никогда не спешат снимать клеенку с новой мебели, пока она сама не слезет. Вот я, кстати, ему сейчас посоветовала, говорю, может быть, уже стоит снять, но он объяснил, что пока еще стены будут еще штукатурить, красить, поэтому пока, говорит, не надо. Кафе вегетарианское. В основном мужчины сидят, вот кухня. Ну, давайте пройдемся, раз уже мы здесь, Парам с другом общается, а я похожу, поснимаю контент. И вот еще, смотрите, еще вот помещение. Видите, здесь уже потолок какой красивый, современный. И тоже вот столики. Столики еще. Ой, спасибо, сынок. Спасибо, зайка. Еще пленку не снял. So, what do you think? Next we change flooring and this all. You want change and inside also many more things change. Да, большая конкуренция. Кафе расположено в очень хорошем месте, рядом со станцией. Здесь огромное количество людей в любое время, в любой сезон. Но нужно как-то выделиться.
с помощью интерьера, чтобы завлекать клиентов. И, кстати, вот я, кстати, здесь тоже, можно сказать, неспроста. Вот, бай, все, желаю удачи. Неспроста Мануч всегда приглашает вот по телефону, не только говорит, сам приезжай, а вместе с женой, вместе с ребенком, потому что, вот вы, может быть, будете смеяться, но это действительно так. Я иностранка, вы видите, там сидят одни мужчины, да, дождь пошел, представь. Вот, и я как-то тоже, привлекаю взгляды людей, именно тем, что я иностранка. Даже вот тот факт, что у Мануча, у хозяина этого кафе, друзья, иностранцы, это уже как-то отличает его от других и привлекает. Это действительно так. Я говорю это без ложной скромности. Хотите верьте, хотите нет. Мне от этого никакой радости особо нет. Просто это как факт. Вот, и видите, какая интересная особенность. Только мы, получается, неделю назад, когда были в Гоа, провожали Надю, и пошел дождь, что не свойственно для этого времени года. И сейчас мы провожали нашу подругу из солнечного Узбекистана, и пошел дождь. Вы помните, недавно совсем я жаловалась, что у нас холодильник не работал. Потом с газом проблемы были. Теперь вот поломался водонагреватель. И опять Ракеш Бай пришел к нам на помощь. Напоминаю, это владелец Параб Хауса, и он электрик. Вот сейчас он постарается отремонтировать нам водонагреватель. Вообще сейчас жара на улице. В принципе, можно купаться и под холодным душем. Допустим, особенно после тренажерного зала. Я и так купалась без водонагревателя. Но чтобы волосы помыть, нужно обязательно нагревать. Вот я уже вчера нагревала в кастрюльке воду. Сегодня Ракеш Бай нашел время и пришел к нам отремонтировать. So, Param, is it possible? I think this problem. They say no switch problem. I think geyser problem. Видите, Парам тоже. You also something understand? Ты тоже что-то понимаешь? I very understand. No, говорит, я очень, хорошо понимаю. Говорит Парам, что проблема не в розетке, а в самом этом аппарате, который нагревает воду. Посмотрим, кто был прав. Тем временем Артур уже отремонтировал свой старый пистолет. Получилось, да? Отремонтировал. Молодец. Вот теперь стой, смотри, Артур, смотри, как Ракеш Бай ремонтирует. Это тебе в жизни пригодится. Только тут только 2 пули. Нету еще. I repair this. But only 2. Что, нельзя показывать нашим зрителям ваш план? Нет. Ты посмотри, как спрятали. Какой-то коварный план они разработали, сделали чертеж и сейчас его воплощают. Тем временем, Маркиза, что ты там делаешь? Удобряешь цветочки? Значит, интересно, что Артур, в принципе, как и большинство современных детей, любит зависать в телефоне. Естественно, я ему не разрешаю. Естественно, у нас иногда возникают скандалы на этой почве. И вот причины добровольно, когда он отказывается от телефона, это либо плавать в бассейне или в море, но это было в Гоа, либо друзья. Вот когда приходят к нему друзья, а друзья тоже такие же, что любят зависать в телефоне, и то же самое, когда Артур к ним заходит, они сразу же откладывают телефон или телевизор. Также и Артур сразу все-таки на первом месте друзья. Это хорошо. Не все так запущено. То бывают, такие дети, которым и друзья уже не нужны, только виртуальный мир. Но у меня, кстати, Артур в игры не особо играет в телефоне. Он больше смотрит там различные передачи, современных молодежных блогеров.
Ну а сейчас, по вашим многочисленным просьбам, я проведу экскурсию. Вы меня в комментариях все время спрашиваете: Наташа, а как же стройка, когда уже будет открытие 4 номеров на 2 этаже? Кстати, вы помните, ну я-то точно помню, видео, где мы только начинали строительство, и Парам пообещал, он сказал, что уже конец марта, апрель точно будет уже открытие этих номеров. Ну, видите, уже апрель, но до открытия еще придется подождать. Но все-таки уже, я думаю, что этот день близок. Я знала, что индийцы не пунктуальны, и когда мне Парам об этом говорил, я уже плюс-минус там несколько месяцев. Ну вот я думаю, что уже через месяц точно будет готово. Посмотрите, вот уже все, плитка, потолок, все готово. Вот Нандубай, отец Вигнеша и Намиша, красит стены, шпаклюет. Hi, good afternoon. Вот, ну и давайте зайдем еще в душевую. Здесь тоже красота. Ну, практически готов номер, да, осталась только мебель и все. Вот здесь, пожалуйста, решетка. Но еще нужно будет вставить стекла. Сколько это по времени займет, как вы думаете? Я думаю, что возьмем 2 месяца, чтобы уже наверняка. Я думаю, что в мае уже точно будет открытие. Парам, so what do you think when will open? Когда уже откроется это все? Как 30 апреля. 30 апреля. 30 апреля. Вот. Ну, Парам... That day, very good day. Он говорит, именно он этот день назвал, потому что это особый день в индуизме. В это время хорошо открывать новый бизнес, значит, будет удача. Вот, он надеется на это, оптимист. Вот еще один номер с видом на горы, с видом на рассвет. В таком же состоянии сейчас находится, практически готов. А 2 других номера нет, там еще стены предстоит покрасить, пошпаклевать. И, конечно же, еще снаружи. Ну, в общем, работы много. Я уточню, я за конец мая голосую. Конец мая, начало июня. А Парам за конец апреля. Посмотрим, кто из нас окажется прав. Хочется быстрее открыть, конечно, и зарабатывать, уже сдавать номера клиентам, отбивать потраченные, вложенные деньги и зарабатывать. Бушан. Вот этот вот парень, Бушан, упал как-то у нас с панорамной точки. So how it's happened? Как это случилось? Подскользнулся и упал. Даже операция была на спине. Серьезно пострадал. Так это еще и местный парень. А что говорить по поводу туристов? Очень часто падают, поэтому, друзья, не хорохорьтесь, когда находитесь в горах. Будьте осторожны. Сейчас он найдет фотографию. Сразу после того, как он упал, видимо, он сфотографировался и покажет свои увечья. Вот. 150 фит. Сколько это в метрах, я постараюсь написать. 25 человек его доставало. Да, и Парам говорит, ты счастливец. Это действительно, да, столько метров пролететь вниз и остаться живым, здоровым. Еще и вот, видите, ходит в тренажерный зал. Слава Богу, окей, thank you. Все, он заканчивает. Действительно, счастливчик, бай. Так, ну и еще сейчас такой интересный момент. Как вы знаете, у Артура каникулы уже заканчиваются. К сожалению, но он довольно-таки плодотворно проводит время. Первую неделю мы были на море, он купался, загорал в море, в бассейне, а сейчас вот ходим в тренажерный зал вместе, качаемся. И вот этот вот парень, мы здесь с ним, мы его до этого знали, но не так близко. Его зовут Сартак, он в этом году закончил 10 класс, Маратхи Скул. И вот этот вот парень профессионал в армрестлинге. Правильно я сказала? Артур, как сказать? Арм? Ладно, он завоевывал несколько медалей. У нас в Матаране особо нет никаких секций. И он специально ходил вот с такого возраста, как Артур, ездил в Нерал, чтобы заниматься. Вот я
может быть, не все в курсе, Артур увлекается тоже этим спортом, но сам просто вот смотрит видео на ютубе и в школе практикуется со своими одноклассниками, и не только с одноклассниками, а вот это парень профессионал, говорит, очень важна техника. Ну, Артур, давай, теперь ты попробуй, команд. У Артура и так хорошо получается, но он не соблюдал особо никакой техники, а сейчас парень, Сартак, его научит этому. How many medals? Ну ладно, не буду отвлекать. Он сейчас тут показывает, говорит, что нужно обязательно, чтобы было здесь вот как промежуток. Руки не должны соприкасаться. Так что, возможно, Артур, если до сих пор эта секция существует, будет в нее ходить. Молодцы, ребята. Thank you. Спасибо, Сартак. So, when result come in, you will go some college? Which college? В Нерале он будет учиться в колледже. Он, я напоминаю, он закончил 10 класс, еще результаты экзаменов не получил. Когда получит результаты, будет поступать в колледж. Вот еще, ну, вот молодые ребята, 18-19, может 20 лет. Тут постарше. Я сегодня на обед приготовила деликатес. Что бы вы думали, сало уже закончилось, это что-то другое. Давайте, раз, два, три, ладно. Не буду вас томить, значит, приготовила я на обед гречневую кашу, да, друзья. Для вас это надоедливая каша, ну, как у меня, впрочем, было до переезда в Индию, я как тот кот, фу, гречка, опять гречка, а здесь, в Индии, это деликатес, потому что здесь гречка не продается, индийцы ее не едят, ну, во всяком случае, среди моих знакомых никто гречку не ест. Единственное, что онлайн можно заказать зеленую, но она оказалась невкусной. Ну, во всяком случае, нам с Артуром не понравилось. Вот. И мы, соответственно, да, уже давно не ели гречку, соскучились за ней. И в этот раз мне очень повезло в Гоа. Повезло найти в магазине, в обычном, причем маленький такой вот, не супермаркет, а просто маркет. И там стояла гречка. Я купила вот таких вот 2 пакетика по полкило, 190 рупий стоит. Почему только 2? Потому что думала, а вдруг она окажется невкусной. Ну, теперь жалею, потому что оказалась очень хорошая гречка. Разварила, сейчас я даже попробую, ну, на вид хороший. Сейчас я еще не снимала пробу. Сейчас прямо при вас. Ну вот видите, какая разваристая. Очень вкусно. Я еще в конце добавила сливочное масло. Вот, сварила для парама рис, потому что он гречку не будет. Ну и я бы даже, если бы он ее ел, я бы ему не стала бы. Ну, дам попробовать так символически. Посмотреть на его реакцию, а так мы будем экономить эту гречку с Артуром. Вот, и курочку пожарила. Так, и еще пару слов хочу сказать по поводу Зарины. Значит, на момент выхода этого видео она уже дома, у себя в Узбекистане. Мы передаем тебе огромный привет. Очень рады были с тобой пообщаться, рады были знакомству. Приезжай обязательно к нам в гости вместе со своей семьей, мы будем очень рады. Вот, а на момент съемок Зарина сейчас находится в Дели. Она доехала прекрасно, ей в электричке уступили место. Но вот она, когда приезжала к нам сюда в Матаран, ехала на такси. Но для полноты ощущений все-таки вот решила еще прокатиться на местных локал-трейнах. Вот, ей уступили место, и этим же вечером Зарина купила билет до Дели. И сейчас она находится в Дели. Вот. И, кстати, да, Зарина нас тоже приглашала себе в Узбекистан, очень приятно, спасибо. Сказала, что приезжайте лучше всего в такой день, когда будет свадьба. У нее очень много родственников, и говорит, вот я даже подгадаю такой день, пожалуйста, приезжайте, я вам проведу интересную экскурсию. Знаете, нас многие приглашают в гости с разных стран, действительно, это очень приятно. Ну, я понимаю, что не всегда у нас есть возможность на эти поездки, поэтому мы просто отвечаю, что спасибо большое, постараемся. Ну, вот, а в этот раз как-то так откликнулось, что вот у меня даже как появилась цель действительно приехать в гости в Узбекистан, познакомиться с культурой и, значит, посмотреть страну. Вот, так что поживем, увидим. Да, и еще что я хотела сказать, что я не уточнила в предыдущей серии, изначально
Зарина планировала поездку в Индию вместе со своими подругами, со спутницами. Но так уж сложилось, что у них не получилось по каким-то причинам. Но вот Зарина, вот я насколько, да, вот восхищаюсь такими людьми, которые не побоятся путешествовать самостоятельно. Она не побоялась, и она говорит, я уже давно, много лет мечтала об этой поездке, и она не стала откладывать, неизвестно, как там у них потом получится. У нее сейчас есть время, сейчас возможность, она взяла, собрала сумки и прилетела, и отлично проводит здесь время. Так что вот молодец, да, вот ни на кого не рассчитывая. И к чему я это веду, сейчас я вам расскажу. Вы помните, у нас изначально была запланирована на эти каникулы поездка вместе с Бавином, вместе с Нихой и Приянкой. Поездка на море, вот. Но потом Бавин сказал, что он не сможет, но он не отменил поездку, он ее отодвинул, вот как раз вот на вот эти вот числа, на конец Артуркиных каникул. Ну, я как-то у себя в голове там все поняла, знаю его характер, и настояла на том, чтобы мы поехали сами, ни на кого не рассчитывали, своей семьей. И что бы вы думали, вот мы приехали, несколько дней назад мы вернулись из Гоа, и тут продолжается обсуждаться, особенно Ниха и Приянка очень сильно хотят поехать вот именно этой компании, стали продолжать обсуждать, ну я как-то уже понимаю, что у нас и финансы уже, как поют романсы, но все равно, раз мы пообещали, хорошо, поедем, все, продолжаем это обсуждать. И тут буквально вчера Бавин звонит Параму и говорит, что он опять не сможет, опять у них получилось, что родители говорят, ну никуда не едь, потому что его старший брат поедет в эти дни, ну куда-то там в деревню жены, вот, что говорит уже через неделю. Эта комедия будет, наверное, продолжаться до тех пор, пока там Ниха и Приянка не скажут, все, короче, мы никуда не едем, или я там поеду там вместе с другими своими друзьями, другой компанией, или там своей семьей. Вот, так что вот к чему я говорю, что ну, действительно нужно рассчитывать в этой жизни только на себя, ни на кого не надеяться. Вот, друзья, ну и на этой прекрасной ноте, прекрасной, я не знаю, не прекрасной, короче говоря, я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, крепко обнимаю, до скорых новых встреч. Пока-пока. Вот это да, ребята, пошел дождь. Да не просто дождь, а ливень, да еще и с градом. С градом, вы представляете себе? Дети радуются. Ну да, в сезон дождей уже, конечно, никто так не радуется, когда каждый день без остановки в течение 4 месяцев льет дождь, уже такой радости нет. А вот когда вот так вот в жаркий летний день пошел дождь, ну, конечно, радости у всех много. Вон и наши постояльцы тоже наслаждаются необычной для этого времени года погодой. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.